Всем добрый день, меня зовут Балашова Татьяна, Life in Glow Wellness, и сегодня я хотела бы вам предложить еще одну технику работы с метафорическими картами. В данном случае я выберу колоду Ох. Эта колода называется Коуп, это одна из оховских колод, очень популярная среди психотерапевтов, консультантов и коучей. Я бы сказала, что из моего опыта вот колода Коуп как раз является одной из самых, для меня универсальных колод. Несмотря на то, что она считается колодой больше травматической, но вот из моего опыта практики я считаю ее универсальной, потому что, многие картинки, достаточно, я бы не сказала, что они травматичны, в них очень есть много ресурса, и их очень можно по-разному интерпретировать. Вот поэтому я и люблю ее, и ни разу еще не разочаровалась, используя эту колоду. И сегодня мы будем с вами работать не с одной картой, не с двумя, а с несколькими. Итак, я предлагаю вам взять вопрос, который будет звучать так. Что вам сегодня в жизни мешает чему-то другому? То есть от чего вам нужно отказаться, даже если не хочется, чтобы, чтобы впустить в жизнь что-то очень важное, что-то, что вам сейчас более актуально, более нужно. Бывает так, что мы стучимся как бы в закрытые двери, да, то есть мы, может быть, даже что-то сделали для какого-то проекта или для какой-то идеи или для отношений, но вот как ни крути, а они не идут, понимаете? И что-то мешает. И бывает так, что просто в зависимости от, может быть, какого-то периода жизни или в целом это не актуально для вас, но от этого нужно отказаться, потому что в той форме, которой мы пытаемся это достичь, оно как бы не жизнеспособно сейчас. Понимаете, в нем нет энергии. Вот. Но оно может забирать энергию, оно может требовать внимания и требовать вашего времени, а это будет вас тормозить в развитии или в каких-то других вещах, будь то это работа или личная жизнь, или какое-то личное развитие. Вот, поэтому бывают ситуации, когда нужно нам честно признаться, что вот сейчас у меня такой период, что мне нужно это отпустить. Я предлагаю вам выбрать одну карту из тех, которые я покажу. Там будет всего 9 карт из колоды Коуп. И обратите внимание на ту, которая больше всего отзывается как бы сильнее, да, то есть это она не должна нравиться, да, то есть это может быть, что она не нравится, это не важно, но у нас она просто звучит для вас сильнее. Если вдруг у вас получится две карты, то вы можете подумать, как их можно объединить. Итак, вот 9 карт, я их вытащила случайным образом, чтобы здесь вам предложить. Я буду благодарна, если вы напишите также в комментариях какие-то ваши впечатления. Давайте называть, что вот это будет карта первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая. Или можете указать карта 1, 2, 3 и ряд. Вот, напишите в комментариях, что для вас отозвалось и как именно. Напоминаю, что вопрос звучал так, что сегодня мне нужно отпустить в жизни, чтобы это создало пространство для чего-то более важного и актуального. Ну вот, если хотите, для примера я приведу, что я вот недавно запустила проект «Путешествие по 12 домам». Но так получилось, что у меня не собралась достаточно группа, да, чтобы провести этот проект, потому что он 14 недель, довольно активная работа. И я решила, что я его отложу пока что и подумаю, как можно его трансформировать, и, может быть, просто его дам маленькими кусочками или как-то те упражнения, которые я хотела дать, то есть я просто предложу это в другой форме, потому что он достаточно интенсивный, и, конечно же, в наше современное время не каждый может выделить столько времени, чтобы посвятить это саморазвитию, да, поэтому ничего страшного, бывают ситуации, когда нужно адаптироваться. Вот, и мне, например, откликнулись вот эти две карты. Вот эта карта в плане того, что на ней отражена как бы радужная такая обстановка, да, то есть что нужно уметь как бы наслаждаться вот природой и чем-то хорошим, да, но чтобы картинка не размывалась, чтобы ее не идеализировать, да, вот. И опять же радуга, она мгновенная, это не нечто постоянное, что у нас присутствует, и постоянно нам как бы она показывает себя, да, то есть вот бывает, что что-то как звездочка мелькнула и исчезла, и вот нужно научиться
как бы отделять вот то, что просто хорошая идея и что-то интересное, от того, что действительно можно реализовать сейчас в материальном плане. Вот. Но это опять же может вдохновлять, что тоже здорово. Вот, то есть в данном случае это как бы иллюзорные представления, немножечко идеализация ситуации, то есть мне это нужно отпустить. Вот, а вот эта карта отозвалась мне тем, что как бы мне не нужно себя слишком много требовать, потому что как бы уже достаточно сделано, да, просто бывают ситуации, когда нужно что-то менять. Итак, подумайте еще раз и напишите. Мгм. Может, конечно, произойти, что отзывается несколько карт, и даже для разных ситуаций. Любым комментариям буду рада на эту тему. Вот. И сейчас второй этап будет то, что мы подумаем, что же может все-таки в этом помочь, да? Потому что, как мы знаем, что отпускать какие-то вещи, проекты, вещи, идеи, убеждения, отношения, это не так просто бывает, да? Что-то дается легко, это зависит еще от характера, потому что вот я изучаю астрологию, есть такой тип характера, которых очень много всяких вещей происходит в жизни, таких трансформационного плана, да, и поэтому человек просто уже с годами, он как бы учится адаптироваться, привыкает к каким-то таким энергиям. Но некоторые люди, они живут очень более постоянно и предсказуемо, и для них это, например, будет большим стрессом, да. Здесь, конечно, нужно просто уже исходить из ситуации и адаптироваться. Вот, ну, мы все знаем, что в наш современный век нам всем нужно уметь не быть ригидными, а все-таки уметь вытаскивать ресурс как бы из разных ситуаций, да. Вот. И вот эти карты я вам предлагаю на то, что вам может помочь вот как раз-таки отпустить то, что сейчас немножко блокирует, да, то есть что не пускает вперед. Или просто то, что уже закончилось, что уже в чем нет такой энергии, да, что не так актуально сейчас для вашего периода жизни. Вот, ну, желательно выбрать одну карту. Вот мне иногда бывает, хочется выбрать больше, чем одну карту. Вот. Мне отозвались все карты из этих по-разному. Но в основном это то, что вот время, что может помочь время, да, то есть как бы вот как вода в стакане, да, то есть вы берете и она может быть немножко мутная, еще непонятно, что делать, да, а потом она оседает и уже становится более прозрачной и понятнее, как с этим быть, да, какое решение принять и куда идти. Вот. А вот эта карта крайне, допустим, мне отозвалась то, что, опять же, ну, с одной стороны, это рейки, то, что можно просто гармонизировать обстоятельства через рейки, да, вот, как бы больше с природой бывать и больше гармонично настраиваться, да, на какой-то этап жизни, на какие-то то, что происходит, вот, улучшать свои обстоятельства и жизнь. И второе, это то, что не пытаться как бы сдвинуть эти горы, да, вот. Итак, сегодня мы работали с вами с колодой Cope. Вот такая колода, очень всем рекомендую. Издательство Ох, оно находится в Германии, но карты продаются, по сути, по всему миру. Я очень люблю эту колоду и надеюсь, что мы встретимся с вами в следующих видео. Пишите, пожалуйста, свои отзывы, в чем вам помогло и что бы вы хотели еще увидеть на этом канале. Благодарю за работу, за внимание и до встречи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.